Привет, друзья! Hola, amigos! С вами капитан Алекс, и вы на канале Паруса Свободы. Сегодня я расскажу вам, как выбирал и покупал экипировку для подводной рыбалки в Испании. Сколько это стоит. Расскажу, что необходимо сделать, чтобы получить разрешение на подводную рыбалку, а также, как получить лицензию на рыбалку в Испании онлайн. Забегая вперед, хочу вам сказать, помните, когда вы ложитесь спать, кто-то в этот момент в городе Аликанте скрупулезно редактирует видео. Поэтому поставьте, пожалуйста, палец вверх, подпишитесь на канал и поделитесь этим видео с друзьями. Muchísimas gracias, amigos! Я приехал в Декатлон посмотреть, что у них есть для подводной охоты. Такая в Декатлоне экспозиция у нас. Заходи, живи. Короче, амигос, я уже чувствую начало чего-то нового и интересного. Я вот сейчас пришел, посмотрел и понимаю снова, что придется разбираться во всем. Что, куда, как и сколько, и почему. Должно быть так, а не иначе. На самом деле оказалось все не так просто. Для того, чтобы купить ружье для подводной рыбалки, нужно оформить лицензию федеративу, которая стоит 40 евро и оформляется онлайн. Но после оформления должно пройти некоторое время, и только лишь после этого придет лицензия. Продавец мне сказал, что скорее всего это будет вечером. Однако мне повезло, лицензия пришла сразу. Магазин заметно радовал ассортиментом товара. Глаза разбегались по разным сторонам. Все, ласты склеил. Точнее, ласты отклеил. Да, и надо сейчас разобраться с грузами, чтобы хорошо, комфортно погружаться. На вес 95 килограмм. Это мой вес сейчас.
Чтобы погружаться от 0 до 7, надо 9 килограмм, как я понимаю, веса. От 7 до 15 8 килограмм. И 15,6, согласен. Короче, надо насобирать 9 килограмм веса. По сути, получается недешевое удовольствие. Если 9 килограмм по 9, 80 евро только на груз. Проще тогда 10-килограммовый блин из спортзала привязать и поплыть, наверное. Да, грузы дорогие. Ассортимент, выбор оружия также радовал глаз. Сразу я хотел взять, самое дешевое для начала, вот 89,99, оно 90 сантиметров. Но потом, спрашивав у чата GPT, оптимальный вариант для открытой воды, где хорошая видимость, это 100-сантиметровое ружье. А 100-сантиметровое ружье здесь только одно. Marlin Evil. Сейчас буду менять, возьму все-таки Marlin Evil. Оно получается дороже на 60-70 евро, но думаю, что нужно начинать с него. Походу надо еще вот эта катушка, чтобы не сваливалась стрела, не терялась. Итак, давайте посмотрим, в какую стоимость мне обошлась экипировка. Значит, ласты получились 85 евро, 60 катушка, 2-килограммовый получался 22 евро. Вот. Также я купил нож 53 евро, само ружье 150, значит, поплавок 15 и грузы килограммовики по 12 евро. Также купил какой-то карандаш, который делал так, чтобы не потела маска. То есть, в общем, получился чек на 480 евро. И потом я докупил еще маску за 29 евро, трубку 11 евро, значит, держатель для рыбы мне уже нужен был 7 евро, и ремень 25 евро. Получилось в сумме 72 евро. Кроме лицензии федератива, необходимо было пройти медкомиссию, которая по стоимости была 40 евро, и получить лицензию для занятия подводной рыбалкой. Медкомиссия оказалась достаточно серьезной. Мне сделали кардиограмму, послушали мои легкие, измерили давление. Доктор мне задавал очень много вопросов. И напоследок он провел со мной беседу, дав мне понять, что в погоне за наживой всегда нужно иметь голову на плечах и, погружаясь за рыбой, даже если она будет золотая, помнить, что нужно оставить время и силы для того, чтобы вернуться наверх. А сейчас давайте с вами рассмотрим, как получить лицензию на рыбалку онлайн. Для этого в поисковике мы вводим лицензия ДПСК. У нас с вами появляются варианты. Нажимаем. И переходим на сайт hva.es. Здесь выбираем язык. Кастильяно, английский, либо валенсиано для тех, кто силен. Далее на сайте идет описание вариантов лицензий, что для этого необходимо, запреты и правила. В Испании доступно 3 вида рыбалки. Pesca marítima de recreo desde tierra – это рыбалка с берега. Pesca marítima de recreo desde embarcación – это рыбалка с катера либо яхты. И Pesca submarina – это подводная рыбалка.
Поднимаемся вверх сайта, нажимаем на кнопку Трamitar. Дальше нажимаем Solicitude. В появившемся окне выбираем правую сторону «Получить доступ с помощью сертификата Digital». Вводим пароль. Поскольку я делал уже лицензию ранее, у меня висел сформированный запрос. В вашем же случае вас просто переведет на новую страницу, где будет описано 6 шагов, которые будет необходимо пройти для получения лицензии. Вот здесь в первом пункте вы вводите личные данные. Идентификация с помощью НИЕ паспорта. И далее вводите имя, фамилию, адрес, свои данные. Возможно, у вас выскочит ошибка, что вас нет в системе, поэтому вам нужно будет перейти по ссылке и добавить свои данные в систему. В пункте Б вы вводите только свой адрес электронной почты, а в пункте С ставите галочки, как указано в видео. Пункт Д – это если вам нужна лицензия с катера, вы указываете данные своего катера либо яхты. И пункт И – это прикрепленная документация в зависимости от вида лицензии. Если это подводная рыбалка, то сюда нужно подгружать сертификат медику, медицинский сертификат. Если это рыбалка с катера, то нужно прикреплять документацию катера либо яхты. Здесь вы указываете, что лицензия новая, либо дубликат, и указываете количество лет, на которое вам нужна лицензия. Значит, для рыбалки с берега возможно до 5 лет, для рыбалки с катера также до 5 лет, подводная рыбалка доступна 2 года. Здесь в этом окошке мы загружаем либо документацию нашей яхты, либо катера, либо медицинский сертификат. И 4-й шаг – это оплата. Значит, здесь можем сверить свои данные, и нам предлагают оплатить. Оплатить мы можем с помощью Bizum, либо карточкой, либо указать, чтобы списывалось с расчетного счета. Здесь мы с вами можем увидеть стоимость лицензии на рыбалку, актуальной на 2025 год. Естественно, выгоднее покупать лицензию на большее количество лет. Тогда она обходится дешевле. После оплаты вам станет доступен вот такой вот формуляр с вашими данными и подтверждение регистрации вашего запроса. Сама же лицензия вам придет на следующий день по электронной почте. В последнем окне вам предложат оценить работу сайта и станут доступны вот эти формуляры, которые я вам показывал. Их можно будет увидеть вот по этим ссылкам. Если будут вопросы, пишите в комментариях. Теперь, друзья, мы с вами знаем, сколько стоит экипировка и как оформить лицензию на рыбалку в Испании. Друзья, огромное спасибо, что вы со мной на моем канале. И в следующем видео я приглашаю вас на подводную рыбалку. До скорого. Hasta luego.